стоит, конечно, перерабатывать. Такое железное правило. Чем быстрее переработаешь, тем больше шансов, что все будет хорошо, да, ничего не пропадет. То есть мы всегда кровь из носу, грибы делаем, приехали, устали, не устали, а их все равно нужно сделать. Ну, сегодня просто сил никаких не осталось, никаких шансов сделать эти грибы у нас нету. Поэтому мы сделали, что могли, вот выложили их из пакетов в один слой. Мы надеемся, что они до завтра до утра пролежат. И завтра мы рано утром встаем и целый день начинаем вот эти грибы. Да, вчера мы так и не смогли осилить грибы, положили их на кухне. Сегодня их надо перерабатывать. Конечно, собирать интересно, а вот перерабатывать достаточно сложно, но перерабатывать обязательно надо. Загубить это собранный урожай — это вообще совершенно неправильно, и нехозяйственно, и нехорошо, поэтому перерабатывать нужно. Какие, значит, существуют способы переработки, которые мы используем? Ну, вообще, у одного моего знакомого есть очень замечательный способ переработки грибов. Он, значит, едет, их собирает мешками, потом приезжает, вываливает жене в мойку и говорит: ну, давай, говорит, перерабатывай его. А сам садится там, яишенку с сальцом под самогончик. Замечательный способ переработки, но в данном случае мы поговорим про другой. Вот Наташка выглядит, она тоже хочет заняться переработкой грибов на заднем плане. Да, так вот, про переработку. Какие способы мы используем именно касаемо рядовки? Ну, вариант первый, самый простой вариант — это посушить. То есть их не мыть, приехали, обтрусили от грязи и порезали в сушку, посушили. Замечательно. Хорошо очень получается, но вниз-то потом с них, кроме грибного супа, наверное, ничего не сваришь. Ну, или сухие грибы можно использовать как специи, как добавки там другим блюдам, например, там щи с грибами. Вторым способом переработки это является либо мариновка, либо засолка. И третьим способом переработки, который вот у нас стал наиболее предпочтительным, это отварка грибов и заморозка их в холодильнике, в морозилке. То есть потом среди зимы их можно делать с ними что хочешь. Достал, прорвал лаваш, сварил пельмени. Достал, пожарил, съел. Достал, добавил суп. По мне, там наиболее универсальный и наиболее правильный вот способ приготовления. Обработка грибов начинается с их сортировки. То есть их можно сортировать по размерам, по сортности, по степени поврежденности. Ну вот, для примера, сделано два варианта грибов. Левые совсем меленькие и просто это так, экстра virgin, так сказать. И справа это первый сорт, это очень тоже хорошие грибы. Вот это все планируется замариновать. После сортировки их необходимо залить водой, чтобы они стоялись, на них откисла грязь. Да, кстати, вот когда сортируются и укладываются, надо ложить их вот так вот вниз пластинками. Дело в том, что наибольшая грязь, она забивается между пластинками, оттуда сложнее все вычистить. Если их положите вот так, то когда зальете водой, грязь под собственной силой тяжести, да, она с этих пластинок будет падать вниз, садиться на дно. Но вот маленькие не получается укладывать вниз пластинками, они кругленькие катаются, поэтому здесь это правило не соблюдено. Да, я забыл сказать еще очень важную вещь про этап сортировки. Все грибы надо еще раз пересмотреть. Прям по одному грибу пересмотреть и убедиться в том, что это действительно съедобные грибы, в том, что все признаки, которые вам известны, совпадают. И при малейшем сомнении лучше выбросить. Те грибы, которые вы не можете прям точно идентифицировать как съедобные, не надо их рисковать. Попытки делать лишнюю баночку, там пол-литровую маринада, потом все выливается неприятные вещи. Вторым этапом после сортировки это этап замачивания. Замачивать тут мы сейчас все замачиваем в тазике. Как я говорил, положил пластинками вниз, залил водой. Вот иногда их можно вот так вот чуточку поделать, чтобы они, потому что грибы всплывают, чтобы они сверху тоже промылись, их надо иногда вот так
немножечко рукой макать внутрь. Поэтому тазик не делать как сильно полный. Тазик не нужно заполнять так вот, иначе будет неудобно работать. Вот так вот маленькие грибы вообще удобно. Они вот так вот перемешиваются хорошо. В таком состоянии грибам надо дать постоять хотя бы 10-15 минут. Потом можно будет переходить к следующему этапу. Следующий этап после замачивания – это измельчение. Надо нарезать на кусочки, удобные для употребления. Это у каждого свои. Вот такими режем. При нарезке внимательно смотрим на степень испорченности гриба изнутри, потому что бывает, что снаружи гриб красивый, белый, хороший, ножка чистая, а внутри он червивый или сгнил. Поэтому на этом этапе мы еще раз проверяем качество грибов. Потом мы их будем отваривать, но сейчас мы их сразу ложим не в кастрюльку, а еще в ведерко. Мы их еще раз здесь зальем водой, это будет вторая промывка. А только потом положим в кастрюльку. Так, вот грибы измельчены, залиты водой. Немножко так туда-сюда поболтать, но не сильно, чтобы не поломать. Сейчас мы перекладываем в кастрюлю и будем отваривать. Молодых грибов вода достаточно чистая. Ну, вот она видно, что она, конечно, помутнела, изменила свой цвет, но все равно она не коричневая. После старых грибов она становится просто такой темно-коричневой. Порезанные и промытые грибы наливаем водой. Будем кипятить. Вот наливаем немного, так только чтобы заполнить промежуток между грибами. Что грибы в первый же, как только начнут вода закипать, они дадут еще много сока. Воды станет достаточно. Чуть-чуть подплывут, будет видно, и можно сразу скачать набор воды. Чем больше воды, тем он, естественно, будет меньше кипятиться, дольше будет кипятиться. Поэтому лишней воды делать не надо, вот все, хватит. Вот видно, что они подсплыли, этого вполне достаточно. Открываем крышкой, ставим на газ. Так, этап следующий, отварка. Вот уже промытые, порезанные грибочки, положены в кастрюлю, залиты небольшим количеством воды, и вот они сейчас кипят. С момента закипания, где-то 10-15 минут, потому что они хорошенько прокипели. Если накипь сильно идет, ее можно снимать. Потом грибы откидываются в дуршлаг, и получается вот такой вот грибной полуфабрикат, который сачок стечет с него, съедет эту юшку, она совершенно не нужна, и можно наслать по пакетикам, когда остынет, и уже в заморозку ложить. Это уже конечный продукт, не конечный продукт, это полуфабрикат в конечном виде. Все, потом достали, захотели сварили, достали, захотели пожарили, захотели на фарше делали пельмени. Универсальная вещь. Целый день ушел. Варили, чистили, отмачивали. Ну, все, что я в предыдущих видеошках рассказывал, вот результат. Это грибной полуфабрикат, готовый к заморозке. Вот этот же грибной полуфабрикат оставлен в мисках. С него мы будем дальше делать маринованные грибы. Еще будет пара видюшек, посмотрим, как это делается. Так, начинаем превращать наши отваренные грибные полуфабрикаты в маринованные грибы. Кастрюля. Сейчас здесь налито 2 литра воды. Начинаем делать маринад. С маринадом у нас возможны варианты. Можно делать с сахаром, можно делать без сахара. Сейчас мы делаем вариант без сахара.
3 столовые ложки соли на 1 литр воды. Это где-то 60 грамм соли будет на литр воды. Плюс 1 столовая ложка уксуса. В кислой среде бактерии будут гибнуть гораздо быстрее при нагревании. Так, добавил уксус и высыпал туда отваренные грибы. Вот их должно получиться соотношение, они не должны вот прям быть очень плотно в этом рассоле. В рассоле должны плавать свободно. Вот видите, сколько рассола, сколько грибов. Рассол должен быть запасом. Лучше потом его вылить, но зато в баночке будет это самое, грибы не поверх набиты, а сверху еще закрыты слоем рассола. Теперь сейчас они закипят. С момента закипания мы их еще где-то 10 минут еще прокипятим и будем разливать пастеризованные банки и закатывать. Кипят в рассоле грибки. Осталось немного, минуток 5. В рассоле, в маринаде, я бы даже сказал. Здесь у нас стерилизуются крышечки. Баночки на пару стерилизуются. Все готово к закатке. Так, окончательная стадия. Закатываем. Каждую литровую баночку наливаем столовую ложку уксуса еще. Банка 100 граммовая, наливаем меньше. Так, с этого берем нашу пастеризованную крышечку, закрываем. Закаточной машинкой закатываем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Не надо пережимать, там резинка уже и так прижалась. Выполняем контроль качества. Переворачиваем. Смотрим, нигде ли не сочится с-под крышки рассол. После этого банку укладываем в войлочное одеяло или любой другой утеплитель, куртка, спальник, что пригодится. И здесь она будет в течение 24 часов продолжать процесс стерилизации, пастеризации. Кратенько о том, чем закончилось. Вот, маринованные грибы имеют окончательно такой вид. Рассол прозрачный. Грибы покрыты примерно еще сантиметром рассола. Это вот очень важно, чтобы они сверху не окислялись и чтобы крышка поменьше портилась. Так, на крышке надо, конечно, делать эту маркировку. Как минимум указать дату изготовления, чтобы понимать месяц-год, сколько ее хранить, они хранятся это 2 года, не больше. Ну и здесь всякие заметочки о том, какой конкретно маринад. Вот здесь, например, чисто солен, соль без сахара. Здесь соль, сахар, маринад, ну, конечно, и уксус. Потом попробуем и сделаем выводы, что вкуснее, что лучше. А замороженные продукты выглядят отварные следующим образом. Вот такие лепешки замороженных грибов. Ну, это хватит до лета на нашем потреблении.